Привет! Здесь будет расклад на тему, что он хотел бы вам сказать, но не знает как или не может сказать. Расклад будет на картах Кипер, очень подробный, и это общий расклад для всех. Мои расклады общие, они должны расцениваться как индивидуальные, потому что я принимаю вас только на общих раскладах. Сейчас, как всегда, мы будем искать его, нашего любимого, дорогого, и вас, чтобы сделать предиагностику, а потом посмотрим подробно. Расклад без вариантов, но я буду давать варианты в процессе расклада. Это всегда лучше. Так Вселенная меня ведет. Итак, начинаем. Ищем его и вас. Карта перед вами и перед ним, и после вас, и после него покажут нам тенденции. Это вы вышли во время расклада. А подробный анализ покажет все остальное, более детально. Итак, что же он хотел бы вам сказать, но не знает как. Не знает, как это сказать, или не умеет высказаться. Угу. Он вышел в самом конце. Интересно. В самом-самом конце, а вы в самом начале. Так что действительно у него есть какая-то тайна от вас. Я хочу сказать, что особенно задумывать не нужно никогда мои расклады, потому что любая эзотерика работает ненавязчиво. Подсознание не любит, когда в него долбишь, оно тогда просто закрывается полностью. По этой причине вообще общие расклады лучше индивидуальных, на мой взгляд. И здесь проявится все, что вам нужно знать. Смотрите, давайте начнем с него. Во-первых, он появился в самом конце колоды, вообще самая последняя карта в колоде. И это говорит о том, что он не знает, как это сказать вам. Ему неудобно это сказать. Что-то касается денег, потому что это карта адвокат, вот здесь, да. Gerichtsperson, это адвокат какой-то, помощник. И что он спрашивал помощи у кого-то. Где-то относительно, может быть, родни, может, относительно какого-то наследства. Он сейчас, может быть, находится в судебном разбирательстве, и это тоже может для некоторых проигрываться как разбирательство с его бывшей. Он не хотел бы, чтобы вы знали это, потому что бывшая называла его мелочным, таким, в общем, называла его самыми паршивыми словами, которые могут только на ум прийти. У них были очень серьезные разборки, буквально война. И он, конечно, как любой человек, как любой совершенно человек, воспринял это серьезно, потому что ведь мы же все с детства, да, и там нам говорили: слушай критику, слушай, что я говорю, ты такой-сякой, или касательно любого человека. И он, конечно, сомневается, что он хороший человек, он думает, что он плохой, ему сейчас очень тяжело и стыдно, он закрывает эту тему, потому что здесь карта гроб об этом. И для него это обидно и стыдно. Вот он именно стесняется признаться в том, что происходит у него сейчас. У него вот все время в уме то, что она о нем думает и говорит. Это, скорее всего, что это его бывшая. В некоторых вариантах. Я буду несколько вариантов давать. И здесь он очень переживает по этому поводу, что вообще он такой, и у него опять это будет. На самом деле это не так, и мы посмотрим в раскладе подробно касательно него. Но сейчас происходит разбирательство какое-то. Кто-то на него где-то доложил, пожаловался, да. Это тоже может быть в работе, кстати, что кто-то на него пожаловался, и идет в любом случае какое-то разбирательство, и его оскорбляют. Но поскольку он человек неуверенный в себе, да и вообще нет стопроцентно уверенных людей, знаете, не бывает никогда. Не бывает. Мы не просто так здесь, мы имели историю, мы воплощались в предыдущих жизнях. У нас есть род, который за нами, и все мы очень чувствительны, что касается оскорблений.
И здесь может быть разбирательство на работе какое-то идет, он что-то неправильно сделал, какой-то отчет, какие-то бумаги случайно, может быть случайно, скорее всего, неправильно составил. И он не хотел бы, чтобы вы знали, что у него неприятности. Но это в данный момент, а вообще мы посмотрим касательно других сфер его жизни позже. Если это касательно отношений, вы переживаете, что он там что-то стесняется сказать или скрывает, не хотел бы, чтобы вы узнали. Здесь в этой предиагностике не показано насчет отношений с вами, да? Написано, что он скрывает что-то гроб и скрывает какое-то разбирательство. Но это все. Предиагностику не стоит так сильно копать, только вот посмотрели и все. Подробный расклад покажет больше. С вашей стороны, вы смотрите на фальшивую персону, вы ему не доверяете, вы считаете, что он почему-то скрывает что-то и обманывает вас. И за вами эта карта свидания очень хорошая. Может быть, у вас чувство такое, что он еще с кем-то параллельно, как с вами встречается, да, или у него кто-то что-то есть, вот вы, может, подозреваете его в этом. Это все касательно предиагностики. Я забираю карты. И сейчас мне нужно обязательно вот так, чтобы вы смотрели друг на друга. Это условия этого расклада. Потому что карты тогда начинают энергетически перекликаться, резонировать и давать вам правильный ответ. Как я предлагаю смотреть? Во время расклада просто отделите от себя своего двойника. Это совершенно не опасно. Мы отделяем от себя постоянно двойников. Постоянно. И просто его внедрите в эту карту на время просмотра. Ничего плохого не произойдет. Просто ваш двойник будет активно здесь участвовать, и высшая сила покажет общий расклад, но для вас это будет вот отлично, как будто вы ко мне сюда прилетели на консультацию. Вот такое у вас будет чувство, да, и вы узнаете правду. А в его вот это фото прекрасное нужно тоже отделить от него двойника. Это вы можете сделать, потому что вы знаете его образ, вы знаете его энергетику, и просто сюда погрузить, и все. Без особого напряжения. Как только появится напряжение, сразу почувствуйте свое дыхание, чтобы напряжение снять. Не нужно стараться. Старание только повредит. Итак, мы смотрим, что бы он хотел вам сказать, но не знает как. Вот это будет основная карта. Основная карта. Смотрите, какая-то печаль. Ну и там гроб, он смотрел на гроб. Так что теперь немножко проясняется больше. Когда я беру следующую карту, она дополняет ту, что было раньше, да? У него какая-то печаль на сердце, очень глубокая, связана с предками, которые ушли, связана, может быть, с его родителями, которые болеют. Он не хотел бы, чтобы вы были вовлечены в это, потому что для него вы это удовольствие. Для мужчины женщина всегда удовольствие. Поэтому он бы не хотел ее как бы пачкать, да, в свои какие-то печальные переживания. Traurige Nachricht говорит о том, что у него какая-то печаль. Он получил, может, в письме сообщение, или кто-то ему сказал. Какое-то сообщение к нему пришло довольно грустное. И он сейчас находится в грусти. Эту карту мы объясним еще одной. И здесь карта Kurze Krankheit. Она говорит о том, что кто-то болеет. Вот об этом он не хотел бы сообщить. Еще хочу сказать, что будут, конечно, разные варианты даваться. Ко мне идет поток. И вот Вселенная для меня так вам говорит, так говори своим слушателям, что это разные такие варианты. Один из вариантов, что у него кто-то болеет в роду, в семье. А он получил сообщение об этом. Другой вариант может быть, что у него разводятся, например, родители, да. Это грустно для него, он не хотел бы, чтобы вы были вовлечены. А третий вариант, что он сам себя плохо чувствует. Он получил, может быть, письмо, может, какое-то обследование, что он нехорошо, что-то с ним не так. И он не хотел бы, чтобы вас тревожить, печалить. Или просто он не любит об этом говорить. Он избегает этой темы, поскольку ему самому неприятно. Вот у него, может быть, и так проиграется. Теперь я перейду на его сторону, потому что посмотрю, чтобы он еще хотел вам сказать, что он думает и хочет сказать. Здесь будет карта. Это, что происходит у него сейчас, его очень напрягает, потому что он постоянно об этом думает. Карта Gefängnis или тюрьма. Это как бы его зажало в рамки очень сильные.
Здесь может касаться его здоровья, очень запросто. Может, он или выпивает, или у него что-то болит, и он скрывает это. Скрывает, потому что гроб вышел, да, скрывает это. Или же разборки в суде, может быть. Но я не вижу пока никакой соперницы. Так что, если кто-то подумал, что он скрывает соперницу, сейчас пока ничего такого не видно. Перемены, карта хорошая. Во-первых, я вижу, что он выздоровеет. Да? Это не приговор. Не думайте, что там что-то связано плохо со здоровьем. Во-первых, я вижу, что будут перемены. Это очень хорошая, положительная карта. Он выздоровеет, и у него будут... О, смотрите, опять вышел этот гроб, да, который был при диагностике. Но то, что он выздоровеет, это да. Поскольку перемена, карта к лучшему. Вот у него в сердце, если, например, сердце болит, да, будет лучше, сердце не будет больше болеть. Но здесь еще может проигрываться, что у него больные родственники, и, может быть, он их потеряет. Ну, вообще карта гроб никогда не читается, в принципе, как потери физического, да, состояния. Карта гроб в данном случае, скорее всего, говорит о том, что он будет продолжать это скрывать от вас. Понимаете? Будет продолжать это скрывать от вас полностью. Не хочет, чтобы вы были вовлечены в его домашние дела. А вы воспринимаете это все близко к сердцу. Для вас, вот если бы он вовлек вас в семейные свои дела, для вас бы это означало, что он вас включил в свою семью, то есть любит и хочет, чтобы вы были частью его семьи. Но это не так. Вы не думаете, что он скрывает что-то, потому что не хочет вас посвящать свои дела и к вам ближе подходить. А скорее всего, опять же, он скрывает, потому что он такой человек. Он вот внутренние свои переживания, он очень с большим трудом делится с ними, с другими людьми, очень с большим трудом. Когда он зажат, у него ум зажат, у него и зажато сердце. Так что здесь такая вещь. Ваши мысли. Видите, вы хотели бы перемен с ним, конечно, потому что сейчас как-то идет все скрытно немножко. Гроб вышел 2 раза. Сейчас он действительно, если даже выходит на связь, так в основном молчит. Или же чувствуется, что в нем есть напряжение. Вы это чувствуете, поэтому смотрите и хотели бы узнать подробно, в чем там дело. Вы хотели бы перемен, а он их начнет, перемены, потому что ваши перемены eine Veränderung на уровне ума, а у него перемены на уровне сердца. И обе карты перемен, они очень положительные. Они говорят о том, что эти перемены будут облегчением для него и улучшением ваших отношений. Вот эта карта доблести, благодарности. С трудом переводится, вообще с другого языка невозможно точно перевести никогда, даже не нужно пробовать. Но в любом случае, Тухоен Ирен Комен — это о том, что все идет к хорошему концу. Понимаете, все идет к доблести, все идет к успеху. Вот можно сказать, все, что между вами идет, все идет к успеху. У него карта, что будет облегчение, eine Reise — это облегчение ситуации. Он наконец-то выйдет на светлую дорогу, золотая дорога, и он там вот такой очень нарядный господин с коробочками где-то едет в путешествие. Такое прекрасное путешествие, беззаботный и счастливый. Он мечтает о себе таком. И если вы теперь, вот это дорогого стоит знать, да, что он мечтает о себе таком, вы можете так с ним себя вести, чтобы вы были та самая женщина, которая ему это все предложит, ему это даст. Вначале, конечно, в такой виртуальной картинке, потому что мозг делает виртуальные картинки, которые мы теперь проживаем. И вообще наша реальность на Земле, конечно, виртуальная картинка, все это все понимают, да. Поэтому, когда вы знаете, чего он хочет, такого легкого, беззаботного движения в жизни, сейчас у него очень тяжело. Он зажат по всем фронтам. И у него гроб 2 раз вышел, то есть ему страшно смотреть в будущее. По какой-то причине ему страшно смотреть в будущее. Может, он невротик. Но в основном все люди невротики в меньшей или большей степени. Если мы любим кого-то, мы, конечно, заботимся о них, чтобы снизить их невротическое видение жизни. То есть релакс,
не волнуйся, да, вот это вот все, дать им релакс, это самый дорогой подарок любимым и себе прежде всего. Когда мы такие, знаете, просто живем, это очень приятно. И это вы можете ему дать, это расслабит его очень в вашем присутствии, он никогда от вас не уйдет. А человек, от которого он получит то, чего он пробует достичь путем, может быть, курения, алкоголя, какой-то другой привязанности, если он получит это от человека, вот как от вас, он ваш навеки, потому что это же без всяких побочных явлений расслабления, да. Вот как мои предсказания, это расслабление без всяких побочных явлений, да еще и бесплатные. Поэтому предсказания, многие, кстати, не знают, тот, кто имеет всякие предрассудки относительно карт, тот не понимает, насколько это все полезно для психики человека. Потому что здесь же тоже история людей связана. Люди смотрели по картам испокон веков, особенно в нашей западной традиции, да. Я говорю западной, имею в виду, не западной, наверное, северной традиции, скорее всего. Западной нельзя теперь сказать, нужно говорить северной. Это такие, как страны славянские, западные, европейские страны, да, вот в нашей северной такой традиции люди смотрели по картам, и это очень-очень расслабляет, когда каждый день выкладывается новый расклад. Это как совершенно бесплатное, совершенно безвредное расслабление для ума. Когда ум расслаблен, он счастлив. Когда ум напрягается, получается проблемы по всем фронтам, как говорится сегодня у меня это слово, по всем фронтам. Пришло это слово, да, и у него по всем фронтам его обложили страхи. Страхи, может быть, страхи, внутренние страхи. Кстати, что он несостоятельный в сексе для кого-то из слушателей, потому что карта «Короткая болезнь» как раз и карта сексуальная очень часто. И она говорит, что он несостоятелен в сексе, смотрите. Или он очень хочет секса, не получает столько, сколько хочет. Ему стыдно признаться в этом. Это его дергает. Его собственное тело, да. Он заложник своего тела. Его собственное тело дергает, и он дерганный весь такой. И ему стыдно сказать, что ему постоянно это нужно. Он же не машина. Он понимает, что женщина не машина. Это у некоторых так проиграется. А у некоторых проиграется, что он чувствует себя импотентом, хотя и не является. Это все в голове у него. В голове у него restriction, то есть в голове у него ограничения. Потому что импотенция, все знают, это психическое заболевание, да? Это никак не физическое заболевание. Вот где-то там 1% может быть физическое, а в основном такая аномалия от рождения. Да? В основном это все психическое. И почему это говорю? Я не врач, я не диагностирую, я не имею на это лицензии, но я предсказатель с большим опытом. А предсказатель — это магический психолог. Именно магический психолог, а не просто психолог. Да? Разница огромная, потому что магический психолог может идти глубоко. Психология этих пока не имеет инструментов, они только у нас учатся, пока уже начинают это признавать, все дело. А как вы можете ему помочь? Успокоить его. Если вы будете сама думать, что у него, если у вас проблема с его эрекцией, да, что-то такое, или же премачур, он быстро очень заканчивает, да. Если это в вашей паре, вы должны знать, что вы должны ему дать уверенность в себе. Если хотите, вы ничего никому не должны, но если у вас есть желание ему помочь, не нужно его за это критиковать или обижаться, или и так далее, да. Это его боль, и боль очень сильная, боль очень-очень сильная. Если вы поймете его, эту боль, судя по раскладу, когда вы посмотрите его, вам может это помочь, конечно, перемены. Вот поэтому и, кстати, карта перемен, вот у многих такая проблема есть. Обычно люди, очень имеющие большие страхи с рождения, не уверены в себе, когда не было поддержки в детстве, или были очень часто в юношеском возрасте, издевались над ними их peers, их знакомые их возраста, да, другие подростки, другими словами. Такие мальчики могли эту проблему получить, когда они были предметом издевательства подростков. Это буллинг называется, да, буллинг. Я не знаю по-русски, если есть какое-то слово эквивалентное, напишите.
Но я знаю, что когда вот я была в школе, да, у нас советская школа имела много очень плюсов. Моя учительница по математике — это огромный плюс. Но вот это буллинг у нас вообще не подавлялось учителями, даже учителя тоже буллинг учеников. И это везде есть, во всех странах, даже здесь в Канаде есть. Но вот я помню, в детстве это было довольно сильно распространено. И были многие дети, получали травмы, с которыми они будут жить всю жизнь. И я вижу здесь такую травму. Я вижу здесь такую травму, которая идет с детства или с юношества, потому что гроб показывает на то, что было очень давно, понимаете? При диагностике эта карта вышла. То, что было очень-очень давно, оказалось этой травмой. Даже если он этот расклад не смотрит, а вы смотрите, это тоже для него лечение. Я уже говорила, что теперь физики доказали, что есть такая штука, если вы частицы одного и того же квантума, да, то есть, конечно, вы близки, значит, вы частицы одного на каком-то уровне энергетически, вы частицы одного. Так вот, если даже вы сейчас на расстоянии, вы одна смотрите расклад, на него тоже будет влиять расклад, потому что вы на него имеете влияние, и он на вас имеет влияние. И даже доказательства этой квантовой теории, но уже даже практики, кстати, доказано многое уже на самом деле, в том, что люди вот с возрастом, которые живут вместе, они начинают становиться на друг друга похожи. Либо, например, господин и его собака тоже похожи друг на друга. Так что вы смотрите, а ему будет облегчение, если у него проблема сексуальная. Я должна была это сказать, потому что вот эта карта, это сексуальная тоже карта. Он грустит по этому поводу. Он даже, может, к врачу ходил выяснить, как с этим быть. И никто ему не помог. Может, даже, кстати, не к одному к врачу ходил, а к нескольким. Или даже ходил и к народному врачу какому-то. То есть, ну, не медицинскому, и медицинскому. И его посылали там какие-то камасутры делать, кто-то его посылал еще что-то делать, кто-то ему дал транквилизаторы. Ну, в общем, всякая такая ерунда, которая, конечно, ни к чему хорошему не привели, потому что здесь нужно долгое психологическое лечение. Кстати, расклады ими являются, но мужчины не смотрят расклады, к сожалению. А теперь я посмотрю, совет вам, что делать. Вот видите, это не то, что прикидываться нужно, нет. Вы на самом деле найдите у себя внутри вот эту счастливую женщину, молодую, в любом возрасте, в каком вы ни были, даже если вам 70, не важно. В любом возрасте раскопайте внутри себя эту молодую, красивую, счастливую, богатую женщину или даже девушку. Здесь Mädchen – это девушка. Reiches Mädchen или Mädchen даже. Где-то так на севере я немножко такой северный немецкий когда-то знала. Reiches Mädchen. Это человек, который вот внутри у него покой. Что такое покой? Это символ, или даже не символ, а качество людей обеспеченных. У них есть уверенность в завтрашнем дне. Кстати, уверенность должна быть у всех в завтрашнем дне. Просто люди несостоятельные, они боятся, потому что у них вот этот страх бедности. Кстати, даже и у состоятельных он может быть. Но если вы наблюдательный человек, это можно все сбить, этот страх. Посмотрите по сторонам. Ну и взрослые люди, и пожилые люди с голоду не умирают. Да нечего сейчас переедать, думать, что с голоду умрете завтра. Это что мы переедаем, это у нас внутренний страх такой, да, голода, который мы наследовали по роду. Предки голодали, безусловно, в разных веках, в разных народах. Поэтому здесь вот я должна это сказать, поскольку карта гроб, она о предках тоже ваших и его предках. Все идут болячки, переживания, любовная болезнь, а тоже болячка, да, переживания, они идут все в род, родовые, естественно, привязки. С вашей стороны вышли очень хорошие карты. Будут перемены обязательно в ваших отношениях в сторону плюс. Он сделает то, что он должен сделать. Он успокоит ваше сердечко, ваше сердце. Потому что здесь вот написано, что все будет выправляться, да, все будет лучше. Вы будете довольны. Да, Zuhoen Ihren kommen, это как раз об этом.
все будет выправляться, и вы будете себя чувствовать обеспеченной женщиной, свободной. Может быть, у него тоже проблема, конечно, на работе. Вот я тоже так подозреваю, иначе бы не было вот этой карты. Это именно богатая, то есть материально богатая женщина, у которой всего хватает. То есть если идет сейчас разговор о том, что у него что-то на работе, у вас всего будет хватать. Это вам совет не волноваться на эту тему. У вас всего будет хватать, потому что дела на работе пойдут в гору. Eine Reise – это перемены в лучшую сторону в делах. У некоторых проиграется, как у него проблема где-то в делах. Он хочет это сказать, но боится вашей реакции, боится, что вы не... Как бы, знаете, подсознательно часто человек боится, что вы как бы ему не дадите нужную поддержку, хотя вы, может, и дадите, и нужную, и 300 раз больше, чем вы даже представляете себе. Будете стараться давать ему поддержку. Я уверена, что вы прекрасный человек. Но он хочет еще больше поддержки. Он как бездонное, какое-то дно бездонное, что касается поддержки, потому что поддержки у него нет. Вот эти две карты об этом. Это он так вырос с таким чувством. Его невозможно, он сам себя поддержать не может. Поэтому сколько бы вы поддержки ему не дали, ему будет мало. По этой причине он не говорит, он знает, что ему будет мало поддержки, он не может это вербализировать, объяснить никак. Он не знает, что это потому, что он бездонное такое дно, что касается поддержки. Да? Он сам себя не держит и, конечно, в дно падает постоянно. Это карта гроб об этом, есть карта тюрьма. Поэтому он и не говорит, он думает, что вы не поддержите его достаточно. Что знает, что его поддержать невозможно. И это у него, конечно, скрытые такие ощущения. Смотрите. Вот это то, что будет в будущем между вами. Эту позицию вот взяла. Großes Glück. Это колесо фортуны, если второй, да, эквивалент карты колесо фортуны. Между вами, конечно, в будущем это только счастье, только успех, только удача. Понимаете, Вселенная заметит, вот уже через расклад заметила, что есть проблема, и вот Вселенная теперь смотрит на вас, да, это облака, и там Творец, Вселенная. Ну, мы так символически, но на самом деле это more complex, это сложнее, чем на карте показано, но наше подсознание, оно вот этих сложностей не знает, оно знает вот такую картинку, да, поэтому у нас дедушка бывает Бог там на небе, не потому что дедушка Бог на небе, даже нужно понимать, а наше подсознание понимает эту картинку, почему? Мне много спрашивают, почему вы все время говорите род, память рода, как род исцелять, ну вот это об этом, что родовая картинка, которую вы наследовали, это ваше родовое ДНК, психологическое, эзотерическое ДНК, оно видит картинку дедушка на небе. Ну, не нужно расстраивать ваше такое подсознание. Оно есть у всех у нас, потому что эту картинку видели, например, наши религии, да, люди, там, много тысячу лет, а другой религии, там что-то другая какая-то картинка. Но суть та же самая, что это просто символическая картинка подсознания. Но за этим стоит, конечно, более комплексное понятие Вселенной и как она на вас смотрит. Теперь Вселенная смотрит на вас с благоговением, потому что через расклад вы лечитесь. Всегда, когда вы смотрите мои положительные расклады, которые показывают вам дорогу для именно выстраивания лучшего будущего, потому что будущее в наших руках, мы их выстраиваем, да, путем раскладов, не просто так, путем раскладов. Можно визуализировать, тоже будет лучшее будущее, но расклад делает это лучше лучше, чем любая визуализация. Итак, Вселенная смотрит на вас сверху и говорит, что вы будете осыпаны цветами. На вас будут сыпаться деньги, здесь деньги сыпятся, да, на вас будут сыпаться деньги, у вас будет все хорошо, у вас будет прорыв в сознании, у вас будет прорыв денежного потока, будет много денег идти, прорыв в том, чтобы лучше было на работе. Он не должен об этом волноваться, потому что будут перемены и у вас, и у него вышли вот здесь две такие карты перемен, две серьезные карты перемен в этой системе и со знаком плюс, и они обе вышли с вашей стороны и с его стороны. И между вами вот эта грусть его, тоска, она уйдет
и будет все хорошо. Будет все просто прекрасно. Эта карта, что нужно, чтобы все пришло к концу, чтобы наконец-то, если, например, он в суде, да, у него что-то с судом связано, это говорит уже вот скоро будет разбирательство со знаком плюс, потому что я читаю теперь эти две карты вместе, и все решится в вашу сторону положительно. Сейчас возьму еще совет вам и ему. Карта денег вышла. Карта денег. Понимаете? Вы будете с деньгами. Но вот это все, что нужно вам знать, что вы будете с деньгами. Об этом не нужно волноваться. Здесь с двух сторон положительно. Вы будете с деньгами. И вам будет удобно, вы будете себя чувствовать обеспеченно, у вас будет такой хороший тыл денежный, и все будет прекрасно. Ему совет, ему дорогому совет. И тоже карта денег вышла. Unverkauftes Geld. Неожиданно вот так вот, раз и деньги появились, да, раз и этот гроб сменился на деньги. Шикарно совершенно. Неожиданно вот так вот будет все выправляться. Все замечательно. И теперь мы видим, что он хотел бы вам сказать, рассказать об этом всем, но он не умеет. И боится, опять же, что чем больше он будет об этом говорить, тем труднее это будет ему все переживать, потому что он очень тяжело что-то переживает, очень-очень тяжело. Вот он все это хотел бы сказать вам. Теперь, если у некоторых моих слушательниц есть вопрос о том, что у него есть другая, он любит другую, знаете, у некоторых есть такие вопросы, я должна здесь развеять ваши сомнения, в том смысле, что он вас любит, и не нужно сомневаться в его любви. Ни одной карты не было здесь, которая показывала бы на изменницу. Почему я это говорю? Помните, при диагностике на вас смотрела карта фальшивая персона. Но заметьте, не на его стороне, а на вашей. А вообще в Кипер это самое главное направление. Да? Система читается по-особенному. Кстати, я преподаю Кипер, кому интересно. И при диагностике эта карта была, так что я должна развеять ваши такие темные мысли. Нет здесь измены. Я не вижу, что он изменяет. Я не вижу, что он еще кого-то любит, что он вас обманывает, где-то разделяет свое сердце между вами и еще кем-то. Ни единой карты с его стороны это не показывает. Понимаете? Так что здесь с уверенностью можно сказать, что вот это вы себе накрутили, и накрутили вы себя, скорее всего, по двум причинам. Первая причина – это вот такой комплекс обид и подозрений, ревность называется, да, обиды, подозрения, ревность, это оно идет с детства. Понимаете, ревность, вот эта ревность к мужчине идет от того, что каким-то образом вы так себя запрограммировали, свое поведение, что когда уходили родители, там вы оставляли одно, вы думали, что вас оставили, предали. Вот и это оттуда, либо же это родовое все. Это первое. А второе, это страхи, но опять же, это страхи, когда вас предали, вам изменили в юности. Первая любовь, да? Он над вами посмеялся, первая любовь, предпочел подругу. И вот это такая травма, которая сделала из вас человека, который имеет вот это чувство подозрительности. Первое и другое лечится, конечно, на моих ритуалах, если есть у вас желание, бесплатно совершенно, колено, чистки, защиты, пожалуйста. Если нет желания, здесь вот на этих раскладах тоже, вот увидите, даже вот смотрите, 1 месяц я вам говорю, каждый день смотрите один мой расклад, 1 месяц, и вы почувствуете через месяц, вот эта ревность у вас, она уйдет из сердца, вы будете излечиваться постепенно от этого. Вот. Потому что я здесь не видела в его сердце никакой измены, никакого предательства. Нет таких карт, нет абсолютно таких карт. Он о чем-то молчит, и это его касательно его семьи, его самочувствия или его денег. И каких-то проблем внутренних, личных, да, личных, потому что у него свой мир, у вас свой мир. В его мире сейчас происходят какие-то некомфортные события, и, скорее всего, связано с тем, что он вообще, как любой человек, внутри себя не часто комфортен, да,
Нам, чтобы с этим справляться, нужна всякая терапия, и одна из терапий — расклад. Не то, что я промоут мои расклады, я просто вам говорю. Ну, конечно, говорю, что они помогают, потому что я знаю это, у меня есть свидетельства. Дорогие, я собираю расклад сейчас, и это литургический сбор. Я вас приглашаю оставаться на сборе. Расклад обязательно должен заканчиваться. Эта часть очень необходимая. И смотреть должен окончание расклада тот, кто его смотрел. Понимаете, для кого он выкладывался. Пока я собираю, вы будете смотреть на оберег. Между вами колесо фортуны. Я складываю карты. Хочу сказать, что можно... Если я вам помогаю, если мои расклады вас успокаивают, скрашивают вашу жизнь, потому что они эстетически очень красивые тоже, да, и помогают вам расслабиться, отдохнуть. И вообще за расслабление и отдых мы обычно платим самые большие деньги, вы это знаете. Но я денег от вас не требую ни в коем случае. Можно поставить лайк, поделиться видео с друзьями, это будет. Я вообще ни от кого ничего не требую. Поделиться видео с друзьями, это будет классно, ваша благодарность. Либо же ответить на комментарии других людей, это тоже очень классная благодарность. А что еще можно сделать? Можно, если есть возможность, денежное спасибо сделать. Это на моем сайте, вы знаете, переход под видео есть. И там же посмотреть эксклюзивный просмотр, благодарность от меня. Ну вот любое, можно сделать много чего. И это вы делаете все для себя, не для меня. Кто-то там говорит, я выпрашиваю, но это вообще неправильно, что вы так, некоторые так думают. Но я не пытаюсь никого переубедить. Вот. Хочу сказать, что если кто-то благодарность имеет, так это вы делаете для себя. И много есть путей для благодарности. Почти все пути, они безденежные, только один денежный. Вот здесь этот оберег для вас, и между вами будет богатство, достаток и счастье. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Видео на этом канале выходит каждый день. Так что будем видеться. Всем добра. Пока.